Janusz Leon Wiśniewski, современный польский писатель. Оргазм начинается в голове, впрочем, там же и заканчивается. О родителях всегда так думают, что они будут жить очень долго, и когда те вдруг уходят, невысказанным остается самое важное, что мы откладывали на потом. Значение имеют только те дни, которых мы еще не знаем. Люди богаты тем, что сами вокруг себя создают. Двери ограждают их от того, что им чуждо, и от тех, с кем им не по пути. Самое главное в союзе двух – диалог. Жизнь слишком коротка, чтобы не разговаривать. Всегда приятно, если ты кому-то интересен и можешь рассказать о себе что-нибудь такое, чего никто еще не знает. Что бы ни делала женщина, она должна делать это в 2 раза лучше, чем это делает мужчина, чтобы сделанное ею было оценено хотя бы в половину так же хорошо. Массовая погоня за ненастоящей красотой повсеместно превратилась сегодня в опасное, маниакальное психическое заболевание. Измена – это тогда, когда хочется немедленно рассказать что-то важное вместо жены, другой женщине. Чтобы изменить, не надо вообще выходить из дому, потому что для этого достаточно иметь телефон или выход в интернет. Кто хочет стать любовницей и хочет быть любимой, в большинстве случаев одно исключает другое. Запись боли в одном пространстве памяти нельзя стереть записями счастья в других. Будь умней других и не показывай им этого. Вопреки распространенному мнению, мужчины обожают тех женщин, которые бросают им вызов. Если бы зависть сопровождалась горячкой, трясло бы весь мир. Настоящий смысл жизни заключается в ощущении единства с тем, что происходит сейчас, когда ты чувствуешь, что не ты живешь своей жизнью, а жизнь живет тобой. Время не лечит. Оно приводит к равнодушию. Оно убивает все то, что мы так любили. Мы созданы для того, чтобы воскресать, как трава. Мы вырастаем заново, даже если по нам проедет грузовик. Людям нужны расставания, чтобы научиться радоваться встречам. Мы ищем Бога в моменты глубочайшего отчаяния. Когда мы счастливы, мы вспоминаем о Нем гораздо реже, если вообще вспоминаем. Хроническая нехватка чувств в браке
Вот главная причина, по которой человек ищет любовь на стороне. Когда не удается атаковать мысль, атакуют ее автора. Интернет – это джунгли, и иногда он напоминает мусорную свалку информации, но порой в нем можно найти подлинные жемчужины. Нет ничего несправедливей, чем скучать по кому-то без взаимности. Людям хочется иногда расстаться, чтобы иметь возможность тосковать, ждать и радоваться возвращению. Только женщина способна отказаться от славы и почестей и остаться в тени любимого мужчины. Из всего, что вечно, самый короткий срок у любви. Уныние, скорбь и боль способны убивать точно так же, как вирусы. Женщины жалуются, что у мужчин на уме только одно, но когда мужчины перестают об этом думать, женщины чувствуют себя оскорбленными. Жажда прикосновений – важнейшее из основных желаний. Если бы мужчины рожали детей, то ни у кого в мире не было бы ни братьев, ни сестер. Мозг хорошо функционирует, только когда спокойна душа. Самое главное, что может сделать отец для своего ребенка, это быть хорошим мужем для его матери. Человеческая память – странная вещь. Она упрямо хранит то, что хочется как можно скорее забыть. Женщине, чтобы лечь в постель с мужчиной, необходимо ощущение близости, доверия и прочности связи. Мужчине, главным образом, место. Тишина – это представление поэтов, писателей глухонемых. Тишины не существует. Где нет пустоты, то есть всюду там, где можно дышать и есть движение, тишины нет. Чувство, что тебя слушают внимательно, не пропуская ни единого слова, не менее важно, чем нежность. У людей ночью очень часто бывают совершенно иные эмоции, чем утром. Если мужчиной перестает восхищаться женщина, с которой он засыпает и хочет каждое утро просыпаться, то он чувствует себя брошенным, ничего не значащим, задвинутой в самый конец списка несущественной тварью, которая только путается под ногами вечерами в кухне. Магия любви состоит в том, что она приходит к нам неожиданно. И это неправда, что первая любовь самое главное, последнее. Но каждая любовь, встреченная на пути к самой главной, имеет к ней отношение. Женщины сильнее всего привязываются к мужчинам, которые умеют слушать, высказывать нежность и смешить. Чтобы кому-то сочувствовать, надо сперва самому что-то ощутить.
Лучше поварского дела только хороший джаз и долгий секс. Одинокие мужчины, внешне они могут выглядеть сильными, а заглянешь внутрь осколки тонкого фарфора. Ничто так не повышает самооценку мужчины, как женщина, которая кричит, но не от злости, а от наслаждения. Когда мужчина возвращается домой под утро, то, как правило, приносит с собой чувство вины. Память – функция эмоций. Мужчины до того тщеславны, что жаждут, чтобы даже в интернете с ними знакомились только красивые женщины. Может хотеть лечь с кем-то в постель, не самое важное, может куда важнее проснуться вместе утром и приготовить друг другу чай. Любовь нельзя ни искусственно вызвать, ни развить, ни убедительно изобразить. Она возникает по воле судьбы, а не по воле разума. Ревность и любовь идут по жизни порой, как сестры, близнецы, но ревность, в отличие от любви, деструктивна. Плакать нужно, когда никто не видит. Только тогда от этого получаешь радость. Говорить человеку, что любите, только ради того, чтобы утешить его, не следует. Сейчас я всецело благодарен миру за то, что он существует, и за то, что я существую в нем. Живите полной жизнью. Она летит быстро, и с каждым годом все стремительнее. У нас в распоряжении только настоящее. Вначале мы представляем себе лишь долгое будущее, а под конец лишь долгое прошлое. Януш Леон Вишневский. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.